Всем привет! Ну, пусть и с небольшим опозданием, просто более актуальные, на мой взгляд, темы были. Но все-таки решил я сделать ролик, порассуждать на тему, как кашляет Путин. Это же очень важно для нашей страны, для нашего общества. Ну, по степени важности это идет сразу вот после случаев поимки им ручки. Вот это да. Или как он шторы задергивает, вот ручку поймал, штору задернул, куда-то там всматривался. А вот теперь вот, знаете, кашель Путина. Это государственного масштаба вообще вопрос. Хотя, вот знаете, а может быть, ну, с учетом его возраста, может оно так и есть. Просто это все тоже превратили в какой-то нелепый балаган, при том, что превратили сам Путин и Матвиенко. Потому что они, видимо, посчитали необходимым, сами допетрили. Я думаю, что это все-таки была согласованная такая сценка, разыгранная ими. Чего их так торкнуло-то? Напоминать о ситуации, поднимать опять эту тему для того, да, и потом это же все показали еще федеральные СМИ. Ну да, тоже, нифига, не запланированный был, да, такой моментик, конечно, конечно. При том, что кашляет он постоянно в последнее время, там, кто что говорит. Кто говорит, что пытается скрыть эмоциональный настрой, ну, в том плане, что это признаки вранья, и это может быть такое сумбурное реагирование организма, неконтролируемая реакция, ну, я не знаю. У нас психологов, физиономистов и тонких знатоков человеческой души пруд-пруди, поэтому может и такой вариант рабочий, да. Может быть, это хроническое что-то, вот, может быть, это показатель действительно проблем с Владимиром Владимировичем, но вот кашляет, покашливает, кряхтит, поперхивается, или как это правильно сказать, Путин практически постоянно, практически на каждом совещании, а уж тем более, если какие-то более-менее длительные выступления, вот это вот за здрасте, это уже как бы вошло в привычку. Я бы как бы и упустил этот момент, повторяю, но тут что-то торкнуло Матвиенко, а мы знаем все вот эти вот политесы, вот эти вот расклады, да, внутри царского двора, вот, то есть, что кому позволено, как они себя обычно ведут, и вот чтобы поверить в то, что это был такой экспромтик, и вот, да, я тоже кашляю, что же это значит? Я, может быть, даже возьму на вооружение версию Путина, он же ее тоже озвучил, хотя нет, про себя могу сказать, что нет, это сезонное, да. Ну так вот, просто зная вот эти все царедворческие там финтифлюшки, поверить в то, что Матвиенко вылезла сама, без согласования темы, без одобрения, а может быть без установок таких, вот опять же, спросить именно то, что она спросила, ну вот я в это поверить не могу. Почему-то Путину вот показалось важным просветить весь наш народ на тему того, почему же он кашляет. Ну и так вот корявенько-то они и сделали. Ну как могли, так и сделали. Вот, потому что Матвиенко же она не просто вылезла, да, она же еще и, получается, Путина-то перебила, ведь начиналось то самое совещание по серьезной тематике, там, взаимоотношения со странами СНГ. И вот Путин, начав эту тему, как бы вводную часть, так, эту я, наверное, ускорю, и, казалось бы, пора переходить к самому важному, к обсуждению сути. Но у Матвиенко, знаете, нашлось, что сказать по более важной, по более интересующей, заботящей ее теме. Владимир Владимирович, дорогой, что с вами? Что с вами, Владимир Владимирович? Уважаемые коллеги, добрый день. Все слышат меня? Все нормально? Все работает? Да. Давайте начнем работать. У нас 15 октября состоится саммит СНГ. В этой связи хотел бы с вами поговорить и посоветоваться с вами по некоторым аспектам нашего взаимодействия с партнерами, с друзьями, союзниками на постсоветском пространстве, с государствами Содружества независимых государств. Давайте. Простите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Да. Вы что-то на совещании пока подкашивали, мы все заволновались. У нас на следующей неделе Международный женский форум, мы вас очень ждем. Валентина Ивановна, за ваше здоровье. Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, что все хорошо. Просто
На воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Ну вот как вам? А я не буду обсуждать вот эту вот версию на тему того, что приподхватило Путина, ну потому что переактивничал на свежем воздухе. Вот вы, когда, ну более-менее так, подвигаетесь активненько или там позанимаетесь спортом или ну вот на свежем воздухе. У нормального здорового человека, тем более если для него какие-то такие тренировки или какая-то активность это норма, но вообще-то люди не кашляют. Поэтому версия Путина, не знаю, как-то странно. Сильно переживать на тему того, что это показатель действительно сильных и больших проблем со здоровьем, ну, с учетом того, что вокруг него, я думаю, целая армия медиков, новейшее, современнейшее, самое эффективнейшее оборудование и лекарственные препараты, которые могут, наверное, ну, если это вообще в принципе возможно и поддается излечению, то поставить человека, плюс питание правильное, режим. Ой, да, если что, и отправят куда потеплее, чтобы восстановление проходило проще. И, собственно, как бы, чтобы бациллы, хворь и холод и промозглая какая-нибудь погода не ухудшали состояние. То есть, ну, в принципе, все к его услугам. И поэтому тут, как бы, знаете, вот, ну, при том, что учитывая еще и сезон, вот, какие-то там сопли, кашель, чихание, ну какие-то вот такие вот сезонные признаки сезонного недомогания, ну я говорю, вот на это мало бы кто обратил внимание. Именно потому, что уже давно обсуждается в сети, что Путин кашляет постоянно. Но вот почему-то их расперло дать ответочку, начать оправдываться. Почему? Вот я говорю, вот то повышенное внимание, которое сам Путин придает ситуации, оно вот и заставляет как-то так задуматься, а может быть действительно, ну, это из той оперы, что на варе шапка горит. Вот, и если народ там в сети как-то обсуждает, вот я говорю, с разной степенью адекватности и экзальтированности причины этого кашля и о чем это должно говорить, но это вот уже ушло в такой в народный фольклор, в моем восприятии. Вот. Но почему-то вот как бы Путин именно сейчас посчитал необходимым среагировать на этот фольклор и разъяснить всему нашему обществу, что выдохните, переживать за Владимира Владимировича оснований нет. А может быть месседж был такой, наоборот, вот тем, кто ему желает чего-то нехорошего, такой, знаете, не дождетесь. Ну, дождутся, Владимир Владимирович, дождутся. Ну, если не сейчас и не по этому поводу, ну, все мы там будем, чего уж там, господи, дождутся. Просто другой вопрос, что подождать придется. Да, и вопрос, сколько придется подождать тем, кто этого ждет. Дождутся. Вот. Ну, тем не менее, да, просто мне показалось забавным, что Путину это все оказалось вот настолько важным, что они даже Матвиенко вот так вот выставили. Ну, просто вы вспомните ее поведение. Она же себе никогда ничего такого не позволяет. А уж тем более прервать, оборвать Путина, да еще по вопросу, ну, такому отстраненному, не по повестке собрания, это странно. Это необычно. Это и дает основание предположить, что это все согласованная была такая сценка с расписанными ролями. И вот Валентина Ивановна, ну она же женщина, заботу проявляет. Тем более такая, знаете, вот с натяжечкой, да, но какая-то взаимосвязь в ее логике типа присутствовала. Ну у нас же там женский форум. Вот, поэтому мы переживаем, Владимир Владимирович, не только за ваше здоровье, как вот за таковое, а еще то, чтобы вы нас почтили своим присутствием. Путин почтил. Я говорю, ну это как-то так глупо и нелепо выглядит в плане вот того, что натужно все, неестественно, как-то вот притягивали за уши вот это выступление Матвиенко и ее заботу. И поскольку, я говорю, я не могу поверить в то, что она несогласованно так вывезла наперед, и Путин с такой готовностью все это объяснил, то это заготовочка такая в моем субъективном восприятии. И тогда и вопрос, почему Путину так важно показалось сейчас всем нам рассказать его версию, с чем связан его кашель. Вот. И именно это меня заставляет задуматься. Ну, потому что я говорю, если бы это были досужие домыслы какие-то, сплетни, ну, не обращая внимания, через пару дней все уляжется, все забудут, тем более, если кашель не будет прогрессировать или повторяться, никаких вопросов. Но именно то, что вернулись к этому вопросу, значит, что-то есть. Значит, самого Путина тревожит, наверное, его кашель. Это вот может быть на уровне подсознания. Хочется поговорить, хочется убедить в первую очередь самого себя. Если это так, то это очень интересно.
Посмотрим. Поживем, увидим. Просто ли это был какой-то кашель такой, сиюминутная реакция организма на повышенную активность на свежем воздухе, или, может быть, это было какое-то несерьезное заболевание, какое-нибудь сезонное ОРЗ, ОРВИ, или, может быть, даже все-таки коронавирус, попав на Владимира Владимировича, пусть и не пробил защиту спутника ВИ, но что-то влияние какое-то оказал, может быть, в легкой форме. Нам, конечно, об этом забудут доложить, или просто не посчитают нужным доложить. Ну, что народ волновать, да? Или радовать. Вот, но тем не менее. Путин и кашель. Да. Это интересно не столько само по себе, я говорю, мне интересно было, почему они так отреагировали, и почему они вот проработали целую комбинацию, чтобы доложить народу версию Путина о том, почему он покашлял. Я говорю, с учетом того, как все было исполнено коряво, и почему-то им надо было очень... Вот не просто это обсудить, а еще и всей стране показать. Но если это показывали потом и отдельно выкладывали федеральные каналы, вот отдельными сюжетами, вот именно этот кусочек диалога, наши федеральные каналы, которые мы знаем без приказа, без одобрения сверху, уж такие темы точно не подсвечивают. Значит, надо было. Зачем? Вопрос. Есть ли у вас ответ на этот вопрос, зачем это надо было Путину, да еще в таком виде, да, вот с таким тупым исполнением, с таким заходиком тупым со стороны, тупым по степени неубедительности от Матвиенко. Вот если есть у вас ответ на этот вопрос, понимание этой ситуации, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня, честно признаюсь, полного понимания нет. Я лишь вот как бы всю фактуру выстроил в цепочку, озвучил и насытил ее своими какими-то размышлениями по ситуации. Вот, поэтому вы в комментариях накидываете свое понимание, свои оценки. Путин и кашель. И зачем Путину понадобилось вот так вот оправдываться. Будет интересно почитать ваше мнение. У нас народ с фантазией. Там такие перлы иногда встречаются. Поэтому давайте включайте фантазию и веселите друг друга в комментах. Это будет хорошо. Если понравился разбор, вот, и вы тоже все-таки согласны с моими оценками, что дождутся. Те, кто ждут, те дождутся. Вопрос только, сколько придется ждать. Вот, то поддержите ролик лайком, репостом, комментарием. Это поможет ему лучше распространяться по соцсетям. И побольше людей тогда увидят эту историю. Из тех, кто, может быть, даже и не в курсе был, вот, смогут обдумать, почему кашлял Путин и почему Путину потребовалось так вот мощно отмазываться от этого кашля, даже через корявые заходы Матвиенко. Вот люди обдумают тему, сформулируют, может быть, свои варианты. И тоже их обозначат в комментариях, и будет хорошо. Предлагаю подписаться всем на мои каналы, на основной канал Абзац ТВ и на мой запасной канал Абзац Резерв, где я буду продолжать работать, если с основным каналом что-то случится вдруг нехорошее, и буду и кроме этого там все равно выкладывать свои отдельные ролики, насыщая его уникальным контентом. Поэтому подписывайтесь. Абзац ТВ, Абзац Резерв. Милости прошу. Премного благодарен за ваше внимание и доверие. Если сами уже подписались, то вторая моя обычная просьба, чтобы каналы развивались по мере возможности, рекомендуйте их к подписке, а ролики на них к просмотру вашим друзьям, знакомым, близким, родным, чтобы у них был более простой доступ к контенту каналов, могли бы отсматривать видео, предлагаемые вашему вниманию, обдумывать содержание обсуждаемых тем, и после всего обдумав, люди бы, сформировав свое мнение, сформировав свою позицию, обозначали бы их в комментариях тоже от своего имени. Это будет тоже хорошо. Напоминаю также всем, кто еще не воспользовался, опцией YouTube очень удобный. Колокольчик-оповещатель, ютубовская уведомлялка. Нажимаете этот значок, и система вам будет присылать извещения о появлении на канале нового ролика. На том канале, где появится новый ролик Абзац ТВ или Абзац Резерв, вот оттуда и придет это оповещение. Поэтому колокольчик нужно нажимать и там, и там. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.